Премиальная китайская марка Exit, принадлежащая Chery, представила первую новинку на российском рынке с начала кризиса. Компактный кроссовер LX, который метит в конкуренты к Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Начальная цена новинки для нынешних реалий оказалась весьма скромной – 3 миллиона рублей. Чуть позже я расскажу вам, что входит в список оснащения и чем агрегатируется китайский LX за эту стоимость. Пока большинство европейских автопроизводителей остановило работу и задумалось о уходе из России, компания Chery не стала откладывать выход компактной модели Exit LX, а наоборот, решила использовать данную ситуацию как шанс для увеличения доли рынка. В Китае Exit LX выпускается с 2019 года. Модель построена на платформе TX1, которая также используется для Chery Tiggo 7. Она разрабатывалась компанией Chery в совместном сотрудничестве с Jaguar Land Rover. У этих двух моделей общая несущая структура, но они различаются внешними панелями, фарами, фонарями и обвесом. Передняя подвеска независимая типа McPherson, задняя независимая многорычажная. Кроссовер LX длиной 4,5 метра метит в конкуренты к Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, с которыми у него очень близкие габариты. Колесная база новинки 2670 мм. Дорожный просвет составляет 185 мм. Правда, все это соперничество с оговоркой. Exit LX бывает только переднеприводным. Под капотом стоит турбомотор 1,5 литра TCI на 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров. Он имеет распределенный впрыск и может работать на 92-м бензине. Но, например, в Китае отдача этого агрегата составляет 156 сил. Вместо популярного в сегменте преселективного робота китайцы поставили вариатор. Паспортное время разгона до сотни – 10,5 секунд. За дизайн модели отвечала команда стилистов во главе с шеф-дизайнером Стивом Юмом, который прежде работал в General Motors и отвечал за облик Линкольна-навигатора. LX получил фары, которые, как утверждают в компании, выполнены в форме соколиного пера, а также задние фонари, соединенные горизонтальной световой полосой. Интерьер почти неотличим от флагманского VX. У них одинаковый кластер из двух дисплеев диагональю по 12,3 дюйма. На центральной консоли расположен электронный селектор коробки передач и клавиши электрического стояночного тормоза. Справа находится ниша для хранения мелких вещей и пара подстаканников. Панорамная крыша автомобиля занимает 85% потолка. Вариантов оформления салона нет, он по умолчанию обит черной кожей. В России Exit LX будет предложен в двух комплектациях. В базовое исполнение лакшери входит кожаный салон, электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и всех сидений, аудиосистема Arcamis с 6 динамиками, навигатор, круиз-контроль, задний парктроник, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, датчики света и дождя. Подушек безопасности всего 4. Такой кроссовер стоит 2 миллиона 999 тысяч 900 рублей. Вторая комплектация Prestige вдобавок имеет шторки безопасности, панорамную крышу, передний парктроник, камеры кругового обзора, штатный видеорегистратор, 19-дюймовые диски. Также есть ассистенты вождения, в числе которых система помощи при выезде с парковки задним ходом и система мониторинга слепых зон. Данное исполнение обойдется в 3 миллиона 299 тысяч 900 рублей. На Exit LX действует гарантия производителя на 7 лет или 200 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Продажи кроссоверов уже начались. В Россию машины будут импортировать в готовом виде из Китая. Причем Exit можно приобрести именно по рекомендованной розничной цене, без дилерских наценок и дополнительных услуг. Для этого компания начала сотрудничество со Сберавто, где действуют цены и все федеральные акции дистрибьютора. Еще модели Exit можно взять в аренду на срок от полугода до 3 лет. Как вы считаете, кто-нибудь будет покупать новый Exit LX, учитывая ситуацию в стране? Поделитесь своим мнением в комментариях. Друзья, напомню, что я есть в Телеграме, на Яндекс.Дзене, Русюбе и ВКонтакте. Там я дублирую контент и добавляю другие новости. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.